Здравствуйте, меня зовут Лариса Левинская, и сегодня речь пойдет о таком продукте, как спа-варежка. Спа-варежка появилась не так давно в линейке продукции компании Тандем, но я успела уже ее на себе испробовать, и скажу честно, что мне этот продукт очень нравится. Спа-варежка, изготовлена спа-варежка из целлюлозы. Она отлично отшелушивает ороговевший слой наших клеточек на коже за счет особого переплетения ткани. И также спа-варежка имеет удобную резиночку. Таким образом, на руке она хорошо фиксируется и не упадет во время использования. Рекомендую перед первым применением ее намочить и налить так. Видите, она выглядит вот так, а уже после первого применения она сжимается и принимает форму легким. Для чего нам нужна спа-варежка, как правильно ей пользоваться, все по порядку. Во-первых, рекомендую перед тем, как использовать спа-варежку, хорошо распарить кожу. Я подготовила горячую воду и минут 5-10 рекомендую подготовить кожу к приему к очищению. А пока немного теории. Наша кожа, поверхностный слой, называется эпидермис, состоит из клеточек, которые называют кератиноциты. И на поверхности этих клеток существуют такие небольшие молекулы NMN-фактор. В переводе с английского Nature Moisturizing Factor переводится как натуральный увлажняющий фактор. Что делают эти молекулы? Они скапливают в себе влагу, воду забирают из воздуха и таким образом представляют собой что-то вроде резервуара. Когда кожа испытывает резкий недостаток влаги, просто-напросто она забирает эту влагу из ММФ-фактора. И в клеточках, молодых клеточках кожи довольно большое количество этого натурального увлажняющего фактора, а уже роговевший слой кожи, который складывается на поверхности, он практически отсутствует. Кроме того, роговевший слой кожи на поверхности эпидермиса, он приводит к тому, что не поступает в кожу достаточное количество влаги, препятствует проникновению питательных веществ, воздуха. И к тому же кожа будет очень эстетична, сероватого оттенка. И для того, чтобы этого все не происходило, необходимо регулярно очищать кожу от роговевших клеточек, то есть пилинговать. Пилинг в переводе с английского означает очищать, отшелушивать. Именно эту функцию выполняет вот такая замечательная спа-варежка. Она, скажу как сестричка, двоюродная или родная сестричка, тоже не так важно, знаменитый турецкий кисе. Это варежки, которые используют в турецких банях, хамамах. Очень пользуется большой популярностью, отлично отшелушивает роговевший слой. Единственное, что наша варежка, она более деликатно это делает, кожа не будет скатываться такими слоями, просто будут небольшие катышки, вы заметите, почувствуете главное на коже. Поэтому эту варежку можно подарить для человека с сухой, чувствительной кожей. Вот личный подарок. Используем спа-варежку один раз в неделю, чаще нет необходимости. Если у вас кожа жирная, можно 2 раза в неделю, ну также по потребности. Ну, хайпом этой варежки минимум на год, до тех пор, пока она сама не сотрется естественным образом. Итак, кожу достаточно распарила, она изменила цвет. И теперь мы очищаем кожу. Для чего это нужно делать? На поверхности кожи в любом случае остаются остатки пота, естественное сало кожаное, себum называется. Это все нужно изучить. Я использую аквамор, очень рекомендую вам использовать гель для душа. И очищаем кожу. За возможность использования спа-варежки. Чистим кожу. Смываем. Очень приятный запах. Отсутствие агрессивных сульфатов, которые сушат нашу кожу. Теперь я одеваю спа-варежку. Можно использовать ее непосредственно
используется с гелем для душа, можно использовать без геля для душа. В нашу смотри, не использовать его вместе с нашей солью. Для тела не рекомендуется, поскольку поваришка отлично пеленгует. Соль для тела тоже очищает, тоже вам будет переизбыток для очищения вашей кожи. Я намочила, видите, она не изменила свой размер, так и осталась размером моей ладони. И аккуратно по направлению от кисти рук в сторону плеча такими движениями провожу. Очищение с поваришкой, даже как в классическом массаже, рекомендую сделать по направлению снизу вверх. От кисти рук к плечу, от стоп к тазобедренному суставу, затем массируйте живот, грудь, спину. Именно в этом направлении. Почему это надо делать? Потому что лимфоток, кровоток усиливается таким образом. Замечательный массаж, но как раз сразу чувствуете, что она и в цвете изменилась, и ощущение чистоты. Очень удобно использовать поваришку для очищения кожи на внешнем сгибе локтя, на коленях, на пяточках. Также поваришка вам будет незаменимым помощником в том случае, когда вы делаете депиляцию либо бритье, и через 2 недели на поверхности иногда появляются такие бугорки, которые часто сопровождаются покраснением. Это волоски врастают в кожу, довольно неприятная картина и эстетически, и по ощущениям. А вырастает они в кожу, потому что поверхностно родовевший слой довольно плотный, молодой волосок просто не может через него пробиться в процессе роста, он начинает расти в сторону. Появляется вот такой эффект. Также очень удобно использовать поваришку, необходимо практически использовать поваришку, если вы хотите добиться ровного, красивого загара, который будет длиться длительное время. Вы очищаете кожу от омертвевших клеточек, загар ложится более ровно и будет держаться дольше. Еще, как я сказала, поваришка активизирует лимфоток, активизирует кровеносное снабжение, отлично массирует кожу. И если вы любите после банных процедур, после душа, нанести на кожу лосьон, либо молочко для кожи, также выбирать роговевший слой, и это молочко будет более глубоко проникать в слои вашей кожи. Я очистила кожу от омертвевших клеточек. Не скажу, что она прямо скатывается, как если, допустим, после кисе. Но на поверхности может быть такие крупинки. Тоже говорит о том, что омертвевшие клеточки я убрала. И можно очистить кожу, уже смыть и нанести после поваришки на очищенную, подготовленную лосьон для тела, молочко для тела. Такой замечательный продукт с поваришком. Отличный подарок к любым праздникам. Сами пользуйтесь, получайте удовольствие. Любите себя. С вами была Лариса Линская. До скорых встреч.